Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет парфюмерное видео, и видео будет про мужские ароматы. Но я хочу вас заверить, что эти мужские ароматы прекрасно могут носить и женщины. Эти все ароматы, я считаю, практически все унисекс. По крайней мере, я каждый из этих ароматов с удовольствием ношу сама. Ну и первый аромат, с которого я хочу начать, называется... Это аромат от Dior, это Dior Cologne Homme. Это для меня самый, наверное, любимый, самый долго используемый мужской аромат, который я после того, как протестировала в магазине, уже не смогла без него уйти. Я ношу в основном, конечно, его летом, в такое более теплое время года, но в то же время дома его можно наносить на себя после душа, перед сном, потому что это легкость, это свежесть, это нежность, когда вы хотите взбодриться, когда вы хотите ощутить прилив сил, прилив энергии. Здесь очень простая пирамида. Здесь калабрийский бергамот, цветы марокканского апельсина и белый мускус. Все очень просто, прозрачно, чисто, легко. И при этом вы надеваете на себя такой, знаете, фильтр беззаботности, хорошего настроения, чистоты, ухоженности. Вы будете комфортно себя чувствовать и в легком сарафанчике и с этим ароматом, и когда будете одевать на себя белую, такую хрустящую накрахмаленную рубашку. Подойдет на любое событие, на прогулку, на работу, в офис. Дома его можно прекрасно носить, когда хочется поднять себе настроение и зарядиться энергией. Просто прекрасный, легкий и мужской, но в то же время я считаю его абсолютный аромат унисекс, который прекрасно ношу сама, обожаю, моя любовь. Следующий аромат – это аромат от Givenchy. Это аромат Pineo. Он достаточно старый, он был выпущен в 2010 году. Это аромат, знаете, более томный, более теплый, древесный, пряный слегка. Конечно, есть бергамот, кедр, пачули, много кожи, ванили и амбры. Сначала это взрыв ярких цитрусовых, а потом это такая, знаете, приятная кожа, очень мягкая такая ваниль. Делает этот аромат очень мягким, таким, знаете, сглаживает вот эти яркие ноты цитрусов. И, естественно, это аромат еще и, мне кажется, ассоциируется с доверием, с такой спокойной, надежной. Мужчина его носит. Как-то вот хочется этому мужчине сразу доверять. И еще он у меня ассоциируется, знаете, вот с такой гладко выбритой мужской щекой, к которой хочется прижаться. Ощущаю сразу какую-то надежность, спокойствие, доверие. Вот такие вот у меня ассоциации. Ну и я его тоже на себя наношу, и мне очень нравится, как именно кожа здесь звучит. Не люблю резкие кожаные ароматы, но здесь вот эта нотка кожи, она очень благородная. Следующий аромат – это аромат очень незатейливой коробочки. Calvin Klein The One Eau de Toilette. Незатейливый флакон. Такой, знаете, все минималистичное. Несмотря на это аромат унисекс. Но, мне кажется, даже здесь такой, знаете, взрыв не просто свежих цитрусов, но здесь очень красивые цветы. Здесь большое количество парфюмеров трудилось над этим парфюмом, и здесь необыкновенно богатая пирамида, чего здесь только нет. Здесь и цитрусы, здесь цветы, и ландыш, и фрезия, и роза, жасмин с кардамоном. Здесь есть также и папайя с ананасом. В общем, настолько богатая, но дубовый мох, амбра, зеленый чай, кедр, мускус, цветы и свежесть, и зеленые ноты. Все в меру, все очень красиво. И несмотря, я говорю, вас очень приятно удивит то, что вот в таком минималистичном флаконе вы встретите такое буйство разнообразных цветов, красок и зелени, цитрусов. Очень красиво. И аромат, который тоже подойдет и на любое мероприятие, и в любую погоду. И он будет никогда, мне кажется, не надоест.
Такой, знаете, аромат, который должен быть всегда. При этом такая красота. Я много лет вообще об этом аромате не знала, но когда нам его подарили, я его оценила по достоинству. Просто какое-то вот сокровище вот в таком вот незатейливом флакончике. Следующий аромат — это аромат от фирмы Guerlain, и это Homme. Сейчас говорят какие-то уже новые версии, переформулировки этого парфюма. У меня, к счастью, еще старый тот самый выпуск, который всем безумно нравился. Он был выпущен в 2008 году Терри Вассером и Делакуртом. Очень сделан, сразу ясно, что это герленовский дом. Есть какие-то в нем отголоски то ли Initial Шалимара, что-то чего-то такого вот знакомого герленовского. Очень древесный фужерный парфюм. Очень красивые, богатые тоже пирамиды. Отличительная нота этого парфюма — это алкогольные нотки. Здесь есть мохито, здесь есть мята, здесь есть ветивер, здесь есть ром с кедром, здесь есть бергамот и есть герань. Знаете, мне кажется, и герань я чуть-чуть здесь ощущаю. И вот эти приятные алкогольные нотки, такой, знаете, приятный сначала в начале мохитовый коктейль мохито с нотками мяты. Потом это все уходит в такой вот более благородный ром. Тоже дорогой, красивый, шикарный парфюм. Мне кажется, его нужно носить мужчине, который одевает какой-то красивый костюм, дорогую рубашку, ботинки. Будет прекрасным спутником на какой-то шикарный вечер, в театр, в оперу, в ресторан, на какую-то деловую встречу. Будет облагораживать. Вообще такой, я хочу сказать, несмотря на то, что это мужской аромат, но он мне тоже необыкновенно нравится, и я тоже его на себя периодически наношу. Харизматичный, очень такой яркий, дорогой, очень достойный аромат. Немножко в нем есть какая-то горечь, терпкость, наверное, вот за счет ноток герани, но при этом очень-очень все-таки он породистый, такой, знаете, со вкусом. Тоже его вам советую. Еще один аромат, которого у меня сейчас нет, это аромат от Yves Saint Laurent Homme. Вот у меня был тот, который в обычной версии, не в Intense. Это тоже очень красивый мужской аромат, который я прекрасно его на себе носила. Он был и цитрусовый, и немного пряный, и там есть лист фиалки, специи, базилик, бобы тонко. Очень такой и согревающий, и какой-то мягкий при этом, и немножко вот нотки фиалки, бобов тонка добавляла этому аромату, мне кажется, какой-то такого милого очарования. Нарядный очень. Его у меня, к сожалению, сейчас нет, но тоже я его вам советую. И следующие ароматы, это ароматы, которые у меня в пробниках. Это все новинки. И я хочу тоже несколько слов сказать, потому что интересно мне было протестировать эти ароматы, и все они достаточно заслуживают внимания, хочу вам сказать. И первый аромат, который мне понравился, это Carven Separi. Это аромат, который меня пленил своей ореховой ноткой. Я очень редко слышу ореховую нотку в ароматах, а здесь еще в сочетании с цитрусовыми, с розмарином, кипарисом, лимоном, сандалом и лабданумом. Это просто какая-то сказка, лесная сказка. Вот эта мягкая нотка лесного ореха, я здесь ее очень-очень отчетливо слышу, очень достойно, и это новинка 2021 года. Следующий аромат — это Kenzo Homme, и это Eau de Toilette Intense. Этот фланкер вышел в 2021 году, он сохранил свое ДНК от предыдущего парфюма, но здесь более такие мягкие морские нотки, нотки дерева, нотки розового перца, ветивера и нотка инжира.
Вот, наверное, этим инжиром он мне чем-то немножко и не понравился. Но вообще аромат, конечно, тоже очень красивый, заслуживает внимания. Интересный. Такое вот ощущение, как будто вы прогуливаетесь по аллее вдоль морского берега. Такие вот нотки морского воздуха, смешанные с каким-то кедровым, такими сосной, с кедром, с такими сосновыми деревьями. Очень необычно, очень тоже красиво. И следующий аромат — это Dolce Gabbana Light Blue. У меня был Light Blue женский, я много-много и долго им пользовалась. Но вот эта версия Forever меня покорила тем, она мне очень понравилась, именно мужская. Им необыкновенно реалистично удалось передать нотку кожуры грейпфрута. Вот знаете, настолько свежую, яркую, вот такую вот оранжевую кожуру грейпфрута, которую вот прям вот разорвали у вас перед носом. Вот такое ощущение такого, знаете, красного грейпфрута. Очень сочно, звонко, ярко, свежо, необыкновенно жизнерадостно. Здесь есть и озоновые нотки, здесь есть и ветивер, мускус, пачули. Необыкновенно долго держится, очень шлейфовый, несмотря на то, что все-таки природа у него такая цитрусовая. Очень красивый, яркий, вот необыкновенно красивый грейпфрут. Очень натуральный. Еще один у меня пробник, это Марли, и это Pegasus эксклюзив. Это просто богатый, роскошный аромат. Здесь сразу чувствуются деревяшки, ут, чувствуется восток, кардамон, перец, горький миндаль, лаванда. Сразу чувствуется класс этого аромата, сразу чувствуются богатые ингредиенты, очень это все красиво сделано. Такой, знаете, более такой вечерний аромат. Мне кажется, подойдет очень хорошо подойдет такому, знаете, восточному мужчине. Но при этом я его на себя тоже наношу, долго держится, особенно в холодную погоду. Красота необыкновенная, несмотря на то, что он мужской. Очень насыщенный, очень стойкий, шлейфовый, теплый. Ну и восточно такой древесный акцент. Очень красиво. Так что тоже советую. Ну и последний аромат, это аромат, который у меня сейчас мой фаворит. Я купила его в travel варианте, решила попробовать. Это Cartier Linvol. Linvol переводится с французского как полет. И да, это действительно полет. Это не путайте с парфюмерной водой, потому что это совершенно два различных парфюма. Это необыкновенный. Насколько мне не понравился парфюм, настолько сильно мне приглянулся, удивил, просто очаровал аромат в туалетной воде. Мне кажется, несмотря на то, что он представляется нам как мужским, мне кажется, он настолько красив, элегантен, нежен. Его нужно носить, будучи женщиной. Свежесть, настолько здесь очень красивые ноты. Он был выпущен в 2017 году. В принципе, он достаточно свежий, молодой. Здесь есть очень интересная нотка. Здесь медово-цитрусовый он считается, древесный. Да? Здесь цитрусы, артемизия. Вот первый раз я столкнулась с этой нотой, артемизия. Видимо, она дает эту приятную ноту. Мед, мускус и гвояк. Очень тонкий, очень звонкий. Знаете, это не мед в чистом виде, такой вот липкий, сладкий. Это цветочная пыльца, собранная из каких-то цитрусовых деревьев. Вот с апельсина, с бергамота, с лимона. Настолько эта медовая сущность здесь есть, но она очень нежная, очень легкая. Действительно такой легкий полет. Прекрасно будет на весну. Капитальная стойкость у этой туалетной воды. Несмотря на свою свежесть, прозрачность и легкость, у него просто какие-то характеристики по стойкости необыкновенные. На руке я слышу его целый день, вот с утра до вечера. На одежде я слышу его дня 3-4. В этом аромате красивый соблюден баланс
и свежих нот, и сладких нот, и вот горьковатой зелени. Все здесь сделано как-то вот гармонично, настолько элегантно, тонко, искрящийся, беззаботный, легкий, пленяющий. Давно мне так ничего не нравилось сильно, настолько этот аромат какой-то лимонно-медовый коктейль или какой-то джин-тоник. Ну, очень все, я говорю, все умеренно. И сладость, и свежесть, и все в балансе. Просто необыкновенно красиво. Поэтому, девочки, попробуйте. На это все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я вас немножко развлекла. Так что, если будете покупать мужские парфюмы, то эти парфюмы обязательно не оставят равнодушными вас. Всего вам хорошего, хорошего настроения, удачного дня и пока-пока.